Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Злой Кинглеон. И перед мной арбуз, да. Перед мной арбуз. Сегодня у нас 2 июня. Вторник. Вечер. Я не удержался. Как меня учили узбеки, вроде все сделал по-грамотному. Постучал там, посмотрел на вот эту штуку. Пятнышко какое-то у него нашел. В общем, хватит разговоров. Вы поняли, что это корейский арбуз. Что я решил уже его попробовать. Он холодненький. И я решил это сделать со звуком. Не знаю, как будет, как делают этот прекрасный звук, когда вот все там хрустит, трещит. Не знаю, будем пробовать. Маленький ножичек прям. Я думаю, он должен прям хрустнуть, нет? Ну, типа, а дальше, типа, сам, нет? Вот так, раз его. Да ну нафиг. Почему он еще не красный? Он какой-то розовый. Да, все равно сладкий. Он хоть и розовый, но он все равно сладкий, отвечаю. Вот, ну, вы знаете, что я всегда говорю, как оно есть. Если бы было говно, я бы сказал, что это говно. Он реально сладкий. Сахар. А почему он не ярко-бордовый? Блин, топ. Цвет, да? Цвет какой-то вот тусклый. Реально тусклый. Тусклый цвет, но вкус при этом бомба. Моя цель была сожрать этот арбуз так, чтобы через экран вы тоже его захотели. И не конкретно его, а вообще арбуз. Не знаю, насколько выполнено это. Но я всем сердцем этого желал. Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, вы и ваши родные и близкие живы-здоровы. С наступившим вас 2026 летом от Рождества Христова. Блин. Как я соскучился по этому. Пока у нас арбузы дорогие. Еще дорогие. Потому что, ну, как бы официально еще не сезон. С теплиц, конечно, в теплице они быстро поспевают. Я в свое время все хотел попасть, попробовать, поработать на арбузах. Потому что на арбузах слышал, что шикарные зарплаты. Там пацаны зарабатывают 200, 300, 400 долларов в день.
Но мне так и не удалось попасть на эту работу. Я видел, я много слышал как бы про нее. Насколько я владею информацией, там, как говорится, на хороших, на золотых вот этих местах в основном узбеки. Пацаны узбеки, которые чуть ли не которые, вы знаете, этим бизнесом заправляют вообще в Корее. То есть не сами, допустим, узбеки, конечно, заправляют, безусловно, корейцы. Но я думаю, и там этнические, наверное, есть, Узбекистана. А работяги, пацаны, там конкретно узбеки. Потому что именно они, я так понял, типа, лучше всего шарят в этой теме. Лучше всего переносят жару, лучше всего справляются. Вот потому что там в теплице, представляете, они работают по ночам, потому что днем работать просто нереально. Ты там сгоришь. И бегаешь с этой тележкой, там, как сумасшедший, грузишь, короче, ее, потом везешь ее, там, за разбитый за каждый арбуз, там, штраф, вот, потом закидываешь этот каждый арбуз, там, пацан стоит на грузовике, принимает, там, складывает. Но, как мне сказали пацаны, туда, говорит, попасть вообще непросто. То есть не просто ты должен быть, допустим, узбеком, к примеру, а ты должен быть там чуть ли не чьим-то родственником. То есть там уже вот так все поделено. Как мне говорили, это только на хорошие места, типа. А так вообще, если по объявлению куда-то вот поедешь, скорее всего, либо тебе заплатят там 3 копейки, либо вообще обманут. Вот это насколько я владею информацией по поводу арбузов в Корее. Но бабки там действительно хорошие, если ты реально шаришь в этой теме. И еще вроде как говорили, что неделю минимум, по-моему, тебе надо там поработать, или даже 10 дней. Тогда только ты получишь деньги. То есть такая эффект, проверка на прочность, проверка на выносливость. Если меньше, как бы извини, денег не получишь, езжай домой. И вот, насколько я знаю, пацаны чисто приезжают вот на этот сезон. Он начинается, наверное, уже с апреля. Апрель, май, наверное, вот так. Июнь, наверное. Месяца 3. Они, в общем, зарабатывают столько, сколько мы обычные работяги за год, а может быть за 2 не зарабатываем за вот этот сезон, за 3 месяца. Это, опять же, это, конечно, это не стопроцентная информация, это вот информация от меня, которой я владею, которая у меня как бы складывается в голове. Но я думаю, плюс-минус частично это правда. И, кстати, еще очень важный момент хотел вам рассказать. Вот корейцы настолько красавцы, настолько они уважают, так сказать, как вот это назвать? Вот назовите это в комментариях, как бы это вы назвали. Я заметил, что вот в магазине, допустим, ты не найдешь какой-то привозной арбуз. Вот, допустим, остальные фрукты, например, да, но на арбузах какая-то у них, я думаю, что для чего это делается? Фермеров арбузных в Корее, я думаю, как бы, много. И чтобы закрыть все их потребности бизнесу, да, корейскому, внутри страны, они дают полный ход именно вот корейским арбузам. То есть нет никакого импорта. Возможно, корейские арбузы на экспорт, возможно, куда-то идут, но в Корее, опять же, это мое мнение, если нет, то поправьте меня, в Корее торгуют только своими корейскими арбузами.
Я считаю, именно для Кореи это очень круто. Это очень круто, это очень классно. Причем, что, опять же, ну сейчас опять там разразятся, там, конечно, там крики, возгласы, там. Корейские арбузы шикарные, шикарные вкусные арбузы. И поверьте, я ел и узбекские, и астраханские. Всякие арбузы я ел. Шикарные арбузы. Я не буду говорить, там, кто лучше, кто хуже. Просто скажу, шикарные арбузы корейские. И в конце добавлю еще, забыл сказать про цену, которая сейчас. Вот этот арбуз получается 4 килограмма. 16 тысяч вон я отдал. Но это еще это в дешевом магазине. То есть 4 тысячи вон за килограмм арбуза. Это получается, сейчас курс подупал. 200 рублей. 200 рублей за килограмм арбуза. То есть 16 тысяч. Это 800, да? 800 рублей. 800 рублей за вот 4 килограмма арбуза. Ну, дороговато. Дороговато. Всем приятного аппетита. Берегите себя. Пока-пока.